Раз. Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. Сегодня у нас экстрим. Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. Сегодня у нас на обзоре долгожданная накладка Killer Extreme. Это уже 5-я версия, которую мы обозреваем и которая вообще существует на рынке. С названием Killer. С названием Killer, то есть это уже 5-я разновидность. Ну, я небольшой такой экскурс проведу по миру киллеров. Вот. А с чего все началось? Это короткие шипы, и доктор выпустил киллер, простой, обычный. Ну, и он стал бестселлером, очень хороший. Чем достоинство всех киллеров, это то, что хороший контроль, управляемость, но они дают, несмотря на то, что короткие шипы, дают эффекты. Мяч ныряет, летит максимально плоско, затрудняя игру сопернику. Потом вышла версия на более жесткой губке Killer Pro. Вот. Скорость была такая же. Затем увеличилась скорость в серии Killer Evo, эволюция, то есть такая была синяя губка. Она выпускается, и, кстати, ей играет чемпионка мира София Шередега из Украины, Северодонецк, которая выиграла первенство среди школьников. Играет справа, хорошо контратакует. Также София, играя в основном составе, стала серебряным призером чемпионата Европы среди кадетов. Вот это 15-летние. Ну и заняла 3-е место в парах. Вот. Следующее, что вышло, это Killer Soft. Soft подразумевает мягкая, но довольно тоже мягкая, но быстренькая такая. Соответственно, кто любит мягкие губки, что мяч вдавливается, в общем, смотрите наш обзор. И вот Killer Extreme вышла. Сергей, что там, на чем она базируется, надпись на этикетке, что пишет доктор? Доктор нам пишет заключение, что основана она на Killer Pro. Основана на Killer Pro. Но является более быстрой версией даже Pro. Да, действительно, поиграв и я сравнивал с Killer Soft, Killer Extreme шустрее, быстрее. Я не скажу, что прям в 2 раза, немножечко быстрее. Сложно вырастить этот процент, скажем, на 15% быстрее, как это определить. Вот. Тем интересен наш тест, посмотрим, поиграем накаты, контратаки, и как-то разберем. Также поставили мы в 2 толщинах максимально, это красная 2,2 и 1,5 черная. Сам доктор что там пишет по поводу толщин, Сергей, вообще? Доктор, естественно, пишет, что более толстая губка, естественно, более быстрая, более атакующая, но меньше тех самых эффектов. Да, меньше противности, гадости и других слов, которые не любит Сергей. Вот. А вот губки 1.3, 1.5, 1.8 как раз создают этот эффект ныряющего мяча, и лучше там подбивать. Вот мы это все проверим и посмотрим. Что, на основании High Technology, тоже от доктора, моем любимом, MOV+. Начнем с подрезок и сразу перейдем на накаты, поиграем разными сочетаниями, и сделаем какие-то поделюсь первыми впечатлениями. Смотрим. Подрезки, сильный запил не просто дать, вот. Но очень удобно направлять мяч, как и всеми киллерами. И основное достоинство, если 1.5, короткая игра, это просто с полулета любую подачу можно оставить коротко, будет плоский мяч. И затем, получив длинный мяч, начать что-то делать. Поэтому подрезать комфортно, толкать, там можно где-то скорость сделать. Поэтому, все они добились. Вот. Да, чувствуется упругость губки, мяч так сразу вылетает вперед, это, я считаю, хорошо. Я заметил существенную разницу в накате, уже не в подрезке, между черной и красной. Между 1.5 и 2.2. Да, такое ощущение, что просто разные накладки, потому что от 2.2 летит такой довольно быстрый обычный мяч, а от 1.5 уже довольно неприятно, и приходится его поднимать, потому что летит такой плоскарь. Да, действительно, то есть в толщинах 2.0, 2.2, если мы говорим за плоскую игру, это такая скоростная, ударная. Но я скажу, что все-таки эта губка такая, она как-то нажимаешь, мяч сразу летит, она проявляется себя и в накатах. 1.5, да, естественно, они как противнее сказать, да, то есть противнее, больше контроля, и мне надо немножко мяч обрабатывать. Техника, я советую, то есть такая ударная, именно что вперед, не обкручивая мяч, а вперед, тогда мяч летит просто стелится, и можно сразу выиграть таким плоским нажимом и справа, и слева мяч.
Вот. Сейчас как раз попробуем, Сергей повращает, я подставляю, где-то перебиваю, ведь ну, доктор часто тестирует именно на блоках свои накладки, и он как бы, о, если блоки хорошие, движемся дальше. То есть это как бы основа некоторых накладок. Итак, блоки и контр-игра. Смотрим. Фух, устал я, не ожидал. Не ожидал столько попаданий. Не ожидал, да. Чем интересны именно Killer Extreme? Вот именно блоковать ими удобно. И в целом мячи летят, особенно, ну, снова говорим, в толщине 2,2, летит как бы вот простой мяч, удобно и Сергею вращать, но если немножко сместить, и любой из этих простых мячей, он все-таки где-то вот подпрыгивает, да, меняет траекторию. В толщине 1,5, ну, соответственно, там 1,3, 1,8, там здесь более много ныряющих, еле вылетающих, и, соответственно, ну, более как бы сложнее летят мячи. Правда, я снова отмечаю, что нужно и мне немножко направлять и смотреть там, ну, все время надо смотреть на паузу, на точку отскока. Вот, Сергей, как вот по блокам именно, что Да, скажешь? я согласен. От 2,2 летит все-таки более предсказуемый мяч и действительно удобнее играть. Но опять же, удобнее играть по диагонали. Не знаем, как на счет, если бы такой быстрый мяч, то тоже не очень-то и удобно. Ну, я, может быть, посоветовал бы, например, если бы слева вот эти вот коротенькие, Ну, 1,5 ты имеешь в виду? тоненькие, в смысле, да. Ну да, такой щитик, да, и тут Да, а справа мощная атака. вот, и теперь по контрударам. Контрудары немножко тоже, если посмотреть, да кому придет в голову смотреть, сука, видео, да, про киллеров, но посмотреть, техника другая. Здесь просто поверху мяча вперед и как бы попадаешь, не надо какого-то замаха, переноса делать. И мы играли практически как перекрут, да, такой, но только я с ударом. Безусловно, те, кто шиповики используют ударную технику, то здесь надо вот именно поймать момент, ударить и сразу выиграть розыгрыш именно таким плоским ударом. Но можно и по верхнему вращению, что довольно комфортно, очень хорошая, ну, стабильность, ну, как-то вот удалось, да, сочетание с этой губкой доктору, такой как-то современные тенденции, да, что можно где-то будет и скрутить, и потом поверху мяча играешь. Снова я отмечу, что слева 1,5, ну, имела большой перевес, я щелкал, ты не мог никак, там мяч вилял, падал и попадал тебе в ребра. Какой аспект еще, Сергей, посмотрим? Ну, начало по подрезке, традиционно, сейчас я поначинаю. Вот, и как бы скажу свое впечатление 1,5 и там 2,2, ну и немножко, может, сравню с теми версиями. Смотрим. Я начинал, Сергей, двух видов. Вот, справа я старался так где-то на вращение. Я скажу, что такой прям вращательный можно, ну, 2,2, 2,0. Вот в толщине, вот красной накладкой. Черное на вращение надо, мяч летит не очень быстрый, и можно так по низкой траектории пустить, ну, как бы в неудобную точку. Вот. А слева я показал ударную технику, то есть все-таки этими шипами нужно бить. Все, что выше сетки, если ниже немножко так. И ты знаешь, я уже тебе говорил, что никогда я столько не попадал, очень удобно это делать. Вот, и красная, и черная накладка. Поэтому по подрезке вполне можно это делать. Ну что, переходим к выводам, Сергей. Вы знаете, накладка «Киллер» мне напоминает немножко серию кинофильмов «Форсаж». Вот уже долгие годы выходит уже 5-я версия. И у меня такой вопрос. Вот если вам завязать глаза и налепить 5 ракеток со всеми версиями киллеров, сможете ли вы их определить? Да, я смогу, потому что я смогу подсмотреть цвет губки. На самом деле в этой шутке, да, губки разные, видите, есть салатневая, софт, синяя. Они, естественно, очень похожи. Но маленькие нюансы есть. И те, кто играет там киллерами или кто хочет попробовать короткие шипы, как раз найдут целую. Хочешь короткие шипы мягенькие, бери софт.
Короткие шипы с хорошим контролем, ну просто первую версию киллера. Жесткий киллер Pro. Вот жесткий, ну чтобы супруга выстреливал, вот киллер Extreme. Все это есть, но как бы вот киллер Extreme это современные уже, да, изобретения. Вы видите, можно и бить, можно и подкручивать, можно даже там перекруты играть этими шипами, что кажется парадоксально коротким шипом там. Вот. И тут, я же говорю, каждый под себя что-то найдет. Что еще необычно, традиционно выдерживается у доктора, что 1,3, 1,5 это противные вот, шипы. Disruptive. Да, таким словом он называет это. Вот, а все-таки 2,0, 2,2 это скорость, и надо все подбивать, выдерживать. И Какой толщиной играет Шердек? Шредега, ну, насколько я знаю, где-то там 1,8. Ну, естественно, надо у нее там уточнить. Вот, тоже советую ее матчи к просмотру, посмотреть ее игру справа, как она там вынуждает соперника. Что еще сказать вот по подрезке? Мы как бы с Сергеем размышляли, он говорит, ну как-то так мягкое начало. А где взять подрезку? Вот если я выберу, допустим, длинные боковые подачи, ты скручиваешь, сразу попадаешь в различные блоки, контратаки. И я держу мяч на столе, если я выберу в таком стиле стабильности. И в конце концов где-то мяч нырнет, если ты не найдешь усиления. Если я так вот грамотно буду разбрасывать, ну и я выиграю очко. Вот. Также можно, допустим, подача ты завысил, я сразу пробью. Или там хорошо контратакую. Ну, то есть, а в игре защитником, ну, мягко накручиваю, пусть контратакует, он контратакует, если я снова перевод. Он если завысит, он это защитник, то, естественно, можно сразу пробить и сразу выиграть очко. Сергей, как ты думаешь, вот в следующую, что можно, допустим, делать губку быстрее? Вот Killer Extreme Pro Evo. Вот, скажи, что разноцветная губка, вот что бы ты сделал в следующей версии? Да, ну вот сейчас с октября уже можно будет накладки разного цвета, да, розовые, зеленые, голубые, там несколько цветов. Ну, что ж, время покажет. До новых встреч. С вами были Сергей Барановский. И Максим Черепнин. Увидимся.